Готовьтесь, Эйар мой, потому что то, что произошло на Тир-Тир-Ля, было совершенно неожиданным. Пока Тэхён элегантно выступал на сцене, Чингук и Чимин внезапно появились без предупреждения. И их реакция. Это привело в неистовство весь зал. Что, если я скажу вам, что Тэхён понятия не имел, что этот вечер изменит все? Что, если Чингук и Чимин тайно летели в Лос-Анджелес? Просто чтобы шокировать его на сцене Тир-Тир. Это не было запланировано. Об этом не было объявлено. И то, что произошло дальше, Эйар и Муай совершенно не ожидали. Готовьтесь. Потому что это момент, который оставил Тэхёна безмолвным и сотряс все мероприятие. Никто не ожидал, что мероприятие Тир-Тир-Ля станет самым обсуждаемым моментом недели. Тэхён прибыл со своим спокойным изяществом, без усилий приковав к себе все внимание. Фанаты шептались, камеры вспыхивали, и казалось, что вся комната светится вокруг него. Все было идеально, словно сцена, созданная только для него. Но за кулисами тихо разворачивалось нечто неожиданное. Нечто, о чем Тэхён абсолютно не подозревал. Пока Тэхён грациозно позировал на фоне красного баннера, сотрудники обменивались тайными взглядами. В коридоре наступила тишина, когда две знакомые фигуры проскользнули внутрь зала. Чингук в темном худи, Чимин в элегантном пиджаке. Оба старались остаться незамеченными. Их план. Сюрприз, который не предсказали даже Эйар и Муай. Напряжение в воздухе изменилось, как будто скрытый сюжет был готов взорваться. А Тэхён оставался в блаженном неведении о приближающемся хаосе. Чингук выглянул из-за стены, наблюдая за Тэхёном на сцене. Его глаза искрились озорством. Именно тот взгляд, который Эйар и Муай знают слишком хорошо. Рядом с ним Чимин прикрыл рот, сдерживая смех. «Щон будет кричать», — драматично прошептал Чимин. Чингук кивнул, уже представляя реакцию Тэхёна. Они сделали один тихий шаг вперед, и мир изменился. Тэхён слегка повернулся, почувствовав движение, но не увидел ничего необычного. Он продолжал позировать, как профессионал, не подозревая о моменте, который назревал за его спиной. Толпа внезапно ахнула, телефоны поднялись в воздух одновременно. Тэхён моргнул, смущенный внезапным изменением энергии. Затем он услышал шаги, знакомые шаги, медленно приближающиеся к нему. Его сердце пропустило удар по причине, которую он пока не мог объяснить. Когда Тэхён, наконец, обернулся, его глаза расширились от чистого шока. Чингук стоял там с ухмылкой, способной вызвать бурю. Чимин драматично помахал, как будто прибыл на премьеру фильма. «Сюрприз, Хён», — сказал Чингук, сдерживая смех. Тэхён замер, потеряв дар речи, полностью утратив самообладание. Зал взорвался, фанаты кричали громче, чем динамики. Тэхён приложил руку к груди, смеясь в неверии. «Вы двое, что вы здесь делаете?» Игриво крикнул он. Чингук пожал плечами. «Ты нас не приглашал, поэтому мы пригласили себя сами». Чимин добавил: «Мы не могли пропустить твой большой момент». Тэхён покачал головой, но его улыбка говорила обо всем. Простое мероприятие мгновенно превратилось в легендарную сцену воссоединения BTS. Персонал быстро настроил освещение, понимая, что этот момент был важнее расписания. Тэхён подошел к Чингуку и Чимину, все еще смеясь от неверия. Фанаты запечатлели каждую секунду, их крики эхом отдавались от стен. Это был не просто визит. Это было похоже на сюрприз, написанный судьбой. Чингук толкал Тэхёна в плечо, непрерывно поддразнивая его. А Чимин уже планировал следующий хаотичный ход. «Давайте захватим съемку», – пошутил Чимин, выйдя на площадку. Глаза Тэхёна снова расширились. Он знал, что они говорят серьезно. Чингук начал поправлять пиджак Тэхёна, как стилист. Чимин притворился,
что проверяет ракурсы камеры, как режиссер. Тэхён просто вздохнул, побежденный, но довольный. Ничто не могло остановить этих двоих, как только они начинали. Чингук внезапно схватил реквизит со стола персонала. Он драматично поднял его, как будто готовился к съемке фильма. Тэхён смотрел, смущенный и одновременно развлеченный. Чимин один раз хлопнул в ладоши, сигнализируя о чем-то, что понимал только он. Персонал обменялся взглядами, не зная, вмешиваться ли. ARMY, просматривающие клипы онлайн, позже назовут это «пиком хаоса». Тэхён вернулся на фон со своей элегантной позой. На этот раз Чингук и Чимин стояли чуть позади него. Они пытались сохранять серьезные лица, но потерпели грандиозный провал. Чингук хихикал над каждой серьезной позой Тэхёна. Чимин драматично обмахивал Тэхёна, как личный ассистент. Тэхён едва не рассмеялся в голос прямо посреди съемки. Фотограф решил принять этот момент, вместо того, чтобы бороться с ним. «Хорошо, ладно, групповой снимок», — объявил он с усмешкой. Глаза Чингука загорелись, и Чимин тихо ликовал. Тэхён закатил глаза, но улыбка не сходила с его лица. Все трое встали вместе, создав мгновенное волшебство. Это была уже не рекламная съемка, а воспоминание. Они позировали естественно, без усилий синхронизируясь, как всегда. Спокойная элегантность Тэхёна уравновешивала яркую энергию Чимина. Чингук стоял между ними, игривый, но харизматичный. Каждая вспышка запечатлела момент, который фанаты будут бесконечно пересматривать. Даже персонал не мог перестать улыбаться химии этого трио. Это было похоже на краткий, сияющий проблеск старых дней. Когда съемка, наконец, прервалась, Тэхён притянул Чингука ближе. «Вы двое меня реально напугали», — сказал он, полусмеясь, полуругая. Чингук только ухмыльнулся, гордый созданным им хаосом. Чимин прислонился к Тэхёну, изображая невинность. «Тебе нужны были острые ощущения, Хён», — драматично сказал он. Тэхён покачал головой, но все равно обнял их обоих. Небольшая толпа собралась, когда трио болтало между дублями. Чингук делился историями из своих недавних путешествий. Чимин дразнил Тэхёна выбором поз. Тэхён отвечал своими игривыми замечаниями. Их химия наполняла комнату, как теплый солнечный свет. Это был момент, который никто не хотел заканчивать. Вскоре персонал попросил сделать последний кадр. Тэхён вышел вперед, Чингук и Чимин обрамляли его. На этот раз они вели себя прилично, ровно настолько, чтобы получить идеальную фотографию. Их выражения лиц смягчились, показывая искреннюю привязанность. Это была та самая фотография, которая не нуждалась в фильтрах. Та, которая рассказывала историю без единого слова. Когда сработала последняя вспышка, весь зал зааплодировал. Не за съемку, а за энергию, которую принесло трио. Тэхён вежливо поклонился, благодаря всех. Чингук постучал по микрофону, притворяясь, что произносит речь. Чимин рассмеялся и схватил воображаемый трофей. Тэхён просто прикрыл лицо рукой, полностью сдался. Они вместе сошли со сцены, все еще болтая без умолку. Коридор наполнился эхом их смеха и шагов. Тэхён спросил: «Так, какова настоящая причина, по которой вы здесь?» Чингук пожал плечами: «Мы скучали по тебе, Хён». Чимин кивнул, его улыбка смягчилась. И внезапно сюрприз стал намного глубже, чем раньше. Выражение лица Тэхёна растаяло от их честности. Он притянул их обоих в тихое, теплое объятие. На мгновение хаос исчез. Осталась только дружба, сильная и непоколебимая. Персонал молча наблюдал, тронутый этой сценой. ARMY бы плакали, если бы увидели это в прямом эфире. Прежде чем уйти,
Чингук настоял на групповом селфи. Тэхён закатил глаза, но все равно наклонился. Чимин убедился, что освещение идеальное, как профессионал. Они смеялись, позировали и запечатлели момент навсегда. Это селфи вскоре распространится, как лесной пожар, по всему фандому. И фанаты будут кричать днями напролет. Когда трио, наконец, вышло из зала, солнце садилось. Их силуэты шли бок о бок, как сцена из кино. Тэхён почувствовал себя легче, его день полностью преобразился. Чингук напевал мелодию, Чимин раскачивался рядом с ним. Это был не просто сюрприз. Это было возрожденное воспоминание. И мир будет говорить об этом моменте очень, очень долго. Снаружи фанаты, которые ждали весь день, внезапно взорвались криками. Они не могли поверить своим глазам. Тэхён, Чингук и Чимин вместе в Лос-Анджелесе. Трио на мгновение остановилось, мягко помахав толпе. Чингук сделал дурацкий сердечный знак руками. Чимин послал маленький поцелуй, заставляя фанатов кричать еще громче. Тэхён тепло улыбнулся, сияя в лучах уходящего солнца. Охрана направляла их вперед, но парни двигались медленно, наслаждаясь моментом. Тэхён прошептал: «Давно мы не чувствовали такой энергии». Чингук кивнул, счастливо осматривая фанатов. Чимин добавил: «Они скучали по нам так же сильно, как мы скучали по ним». Атмосфера была электрической, полна любви и ностальгии. На секунду время казалось прекрасно застывшим. Когда они подошли к машине, Чингук внезапно остановился. «Подождите, Хён, еще один», — сказал он, снова подняв свой телефон. Он сделал откровенный снимок Тэхёна, смеющегося над шутками Чимина. Это не было постановочным, просто чистая, настоящая эмоция. Чингук посмотрел на снимок и гордо улыбнулся. Он знал, что ARMY будут ценить его, когда он в конце концов появится. Внутри машины хаос мгновенно вернулся. Чимин захватил плейлист, включив случайную заводную песню. Тэхён драматично закрыл уши, но все равно засмеялся. Чингук начал громко петь, совершенно не впопад. Вся машина превратилась в частную караоке-комнату BTS. Это было беспорядочно, громко и абсолютно идеально. Когда музыка, наконец, стихла, они погрузились в комфортную тишину. Тэхён смотрел в окно, огни города отражались в его глазах. «Нам это было нужно», — тихо сказал он, — «скорее себе, чем им». Чимин положил голову на плечо Тэхёна. Чингук тихо улыбнулся с переднего сиденья. И на мгновение все стало спокойно. Их водитель спросил, куда ехать дальше, но парни обменялись взглядами. Чингук ответил первым: «Куда-нибудь тихо. Только мы». Тэхён кивнул, одобряя идею больше, чем могли выразить слова. Чимин один раз хлопнул в ладоши, взволнованный. Это было не просто воссоединение, это было начало нового воспоминания. И ночь в Лос-Анджелесе была далека от завершения. И вот так, то, что начиналось как простое мероприятие Тиртер, превратилось в один из самых незабываемых моментов в Лос-Анджелесе. Тэхён, Чингук и Чимин напомнили всем, что их связь остается сильной, независимо от расстояния, независимо от времени. Это воссоединение не было запланировано. Но, возможно, это то, что сделало его волшебным. Момент, который ARMY будут помнить, пересматривать и ценить вечно. Если вам понравилась эта история, не забудьте поставить лайк, подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить следующее обновление. Увидимся в следующем видео. ARMY.